Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний обзор будет посвящен умным часам Aurora One от компании MAS-X. Из основных преимуществ которых полуторадюймовый AMOLED-дисплей с тачскрином, возможность совершать и принимать звонки с телефоном по Bluetooth, также присутствует мониторинг здоровья и очень много разных спортивных режимов. К этому добавляем защиту IP69, даже пришлось загуглить, что это за класс защиты такой. При этом автономность часов составляет более 2 недель. И при таком дисплее это, в принципе, очень отличный результат. Поставляются часы вот такой вот коробке с красочной полиграфией. В нижней части находится описание основных преимуществ этих умных часов. Открываем крышку. И, как видим, картонная упаковка очень-очень толстая. Поэтому переживать за сохранность часов при доставке не стоит. Упаковано довольно красиво. Часы на картонной подставке, стекло закрыто фирменной наклейкой. Часы мы пока отложим и посмотрим на комплектацию. В нижней части находится еще один картонный конверт. Внутри мы находим два съемных безеля серого и темно-зеленого цвета. Даже я бы сказал тактического цвета. Также в каждом кульке находится по паре запасных винтов крепления сменного безеля к корпусу часов. Отвертку тоже искать не придется. Ее продавец заботливо положил в комплектации товара. Инструкция на множестве языков. Русский при этом присутствует. Зарядное устройство имеет с одной стороны стандартный USB, а подключение к часам производится с помощью двух небольших магнитов и подпружиненных контактов. Длина кабеля составляет 50 сантиметров. Первое, что сразу ощущается, когда берешь часы в руки, это вес. Солидные мужские часы. Вес часов составляет 76 грамм. Браслет из довольно толстого силикона, приятного на ощупь. При желании браслет можно заменить. Он съемный. Для дополнительной защиты от потери на браслете предусмотрели два фиксатора ремешка. Задняя крышка пластиковая. Закреплена 4 винтами. Тут же находится оптический датчик сердечного ритма. Вокруг него 5 светодиодов с разной длиной волны для более точного определения СПО2, кислорода в крови, измерения частоты пульса и качества сна. Сам корпус, по моим ощущениям, выполнен из металла или из металлического сплава, судя по весу и звуку. В правой части часов расположились две небольшие кнопки управления функциями и небольшого отверстия встроенного микрофона. Хотя я, возможно, ошибаюсь. Микрофон расположен в левой части. Там тоже есть небольшое отверстие. Также слева расположились отверстия динамика громкой связи часов. Часы имеют водозащиту до 5 атмосфер, что позволяет погружаться до 30 метров. Кроме этого, часы не боятся падений и экстремально высоких и низких температур от минус 40 до плюс 55 градусов по Цельсию. Не боятся брызг, соленой воды и прочего снега с градом. Сенсорный дисплей размером 1,43 дюйма сделан по AMOLED-технологии, которая имеет такие преимущества. Низкое энергопотребление. Пиксель и субпиксели матрицы AMOLED излучает свет автономно. Чем светлее цвет на экране, тем ярче его пиксели. Поэтому во время показа темных цветов такие экраны являются энергоэффективными. Небольшая толщина и высокая контрастность. Отражая черный цвет, пиксели не светятся, а во время показа смешанных оттенков могут демонстрировать повышенную яркость. При первом включении предоставляется список из множества языков, который мы выбираем. Теперь берем смартфон в руки и скачиваем приложение FitCloud Pro с Google Play. Далее создаем при желании свой аккаунт, либо используем безучетные записи. После регистрации указываем свой день рождения, пол, рост и вес. Выбираем приоритетные цели на день. Входим в режим поиска часов, устройства поблизости, но мы в принципе можем сделать проще. Нажать сканер QR-кодов и отсканировать QR-код, который предоставляют наши часы. Свайп вверх. Сканируем. Соглашаемся на привязку мобильного телефона. Первое, что сразу бросается в глаза, это дисплей часов. Реально яркий и с отличной цветопередачей. Очень сочные краски и вполне нормальная яркость. Даже при прямом солнечном свете дисплей остается читабельным. Угловые обзоры также выше всяких похвал. В зависимости от выбранной темы дисплей можно подстроить под себя. Но об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. Свайп вниз переносит нас что-то
подобие шторки на мобильном телефоне. В центральном круге отображается текущее время, статус Bluetooth подключения к мобильному телефону и остаток заряда аккумулятора. Далее 8 иконок для доступа к функциям. Солнышко для изменения яркости дисплея. Звездочка – режим настроек часов. Нажав на иконку со смартфоном, приложение запускается на смартфоне, включает дисплей и запускает музыку с вибрацией для поиска телефона в вашем доме. Иконка с буквой «И» открывает нам текущую информацию о системе, версии прошивок, MAC-адрес устройства или Bluetooth имя. Интересный режим фонарика. Дисплей светится ярко белым цветом, позволяя в темноте или обозначить себя, или найти выход даже из темной комнаты. Нажав на иконку с трубкой, попадаем в режим управления вызовами, прослушивания аудио на вашем смартфоне. По умолчанию часы подключены к вызову, а аудио, музыка и фильмы с вашего смартфона не подключены к часам. Если же вы не планируете использовать часы в качестве громкой связи, эту функцию можно отключить. Перейти в режим «Не беспокоить» можно, нажав на кнопочку с луной. Если заряда аккумулятора очень мало, то нажимаем на иконку с аккумулятором, будет включен режим энергосбережения и будет отключен Bluetooth. Вот только что мне пришло уведомление, оно занимает вот так вот верхнюю часть. И вот как раз сделав свайп сверху вниз, мы попадаем в режим просмотра наших сообщений. Тут будут все сообщения, уведомления, которые мы разрешили отображаться в мобильном приложении. У меня тут электронная почта и сообщения WhatsApp, и простые SMS. На экране помещается только два уведомления, но нажав на любое, попадаем внутрь для чтения короткой информации нашего приложения и нашего сообщения. Можно удалить. Прокрутив самый низ, можно очистить этот список непосредственно на часах. Тут сообщения будут находиться, тут даже вне зависимости, прочитали ли вы их на смартфоне или нет. Так, проведем свайпом справа налево. Тут нам открывается меню наших спортивных достижений. Пройденное расстояние, сожженные калории и общее количество шагов. Если пальцем тянуть вниз, нам открывается табличка с цифровыми значениями текущих показателей и то, как они близки к цели за день. Чуть ниже находится таблица с разбиением ваших шагов по часам в этот день. Еще ниже график за неделю. Получилось очень удобно, функционально и, самое главное, наглядно. Делаем еще один жест и попадаем в режим непрерывного измерения пульса. Еще один свайп и можем посмотреть данные о качестве сна. Еще свайп и смотрим погоду. Еще свайп. Откроется управление плеером, и на последнем свайпе мы можем настроить под себя это меню. Есть даже возможность изменить порядок, какая функция за какой идет, а также добавить режим мультиспорт. Или даже удалить ненужные. Проведя пальцем слева направо, попадаем в основную меню наших умных часов. Первая функция — это набор. Набираем номер. И часы, выступая в роли громкой связи вашего смартфона, делают вызов нужного вам абонента. При необходимости вызов можно отменить, нажав на красную кнопку. Можно отключить микрофон, а нажав на зеленый динамик, отрегулировать громкость внешнего динамика часов. Так, в контакт вы можете добавить до 10 избранных контактов и набирать их буквально одним касанием. Избранный контакт настраивается в приложении. Покажу чуть далее. В принципе, если бы тут была вся телефонная книжка, найти нужный контакт была бы очень большая проблема. А так все просто и, главное, удобно. Запись разговора — это немножко некорректный перевод. Это, по сути, ваш журнал звонков, совершенных вашим телефоном, где можно быстро, допустим, нажать и перезвонить. Голосовой помощник — это, по сути, ретранслятор голосового помощника на вашем смартфоне. Задав необходимый вопрос или действие, ответ на него придет на ваш смартфон. Давайте узнаем, какая погода в Египте. Какая погода в Египте? Сейчас в Каире 33 градуса. Ясно. Ясно. Нажав на меню «Данные», попадаем в статистику шагов, калорий, пройденного расстояния. То, что мы открываем свайпом с главного экрана. Перейдя в режим мультиспорт, мы можем выбрать один из множества видов спорта для записи вашей тренировки.
И теперь, допустим, вместо основного экрана часов дисплей будет отображать текущее время, время с момента начала тренировки, частоту ваших сердцебиений и количество, допустим, пройденных шагов, либо сожженных калорий. Данные сохраняются в записи тренировок. И все записи сохраняются тут по умолчанию. При необходимости мы можем открыть любую из них и посмотреть статистику. В главном экране будет отображено общее время тренировки, дата тренировки, также иконка, чем мы занимались. Протянув вниз, мы можем посмотреть среднюю частоту пульса, количество сожженных калорий, пройденных шагов, пройденную дистанцию, количество шагов в минуту. В зависимости от выбранного режима тренировки эти данные могут изменяться. Так, при выборе режима велосипеда, допустим, данных о шагах точно не будет. Пульс часы измеряют самостоятельно через определенные промежутки времени. Но можно включить непрерывное измерение с отображением минимального максимального значения сердечного ритма из меню часов пульс. Свайпом вниз открывается статистика сердцебиения с 24-часовым графиком и измерение средней частоты сердцебиения. В меню сон, если вы не будете снимать часы на ночь, можно узнать показатели качества вашего сна. Среднее, допустим, я спал 4 часа 29 минут. Из них глубокий сон составил 1:20, а чуткий сон 3 часа и 9 минут. Также можем перевести часы в режим непрерывного измерения кислорода в крови, выбрав пункт меню. Свайпом вниз открываем информацию о том, в норме ли наш кислород в крови, таблицы, какое было насыщение кислородом в разрезе времени. Меню сообщения. Вы уже видели. То, что мы делали свайпом, открывали. В меню погода можно поставить текущую погоду. К сожалению, прогноз никакой не предусмотрен. Меню КП или ЖП будет полезно девушкам. Тут надо дать доступ к приложению, к календарю, где вы отслеживаете ваше женское здоровье. Настроек приложения много, но о них немножко далее. Включение музыка, управление плеером на вашем смартфоне. Старт, стоп, пауза, переключение треков, управление громкостью. Это удобно, когда телефон лежит в кармане или в рюкзаке. А мы себе переключаем треки, ставим их на паузу и изменяем следующий трек. Можно потренировать свое дыхание. Для этого выбираем 1 минуту или 2 минуты и дальше следуем инструкциям в часах. Каждую смену вдох-выдох часы также сопровождают вибрации, что позволяет даже не смотреть на часы, а сконцентрироваться именно на дыхательной разминке. В меню секундомер мы можем активировать секундомер. Допустим, поставить на паузу, сбросить. Таймер, можем установить таймер. Для этого у нас уже создано несколько популярных шаблонов. 1, 3, 5, 10, 15 и 20 минут. Можно добавить свой. После окончания таймера, обратного отсчета, у нас часы будут длинно вибрировать. Также можно установить несколько будильников. Часы будут будить вас вибрацией, вы не разбудите всех в комнате. Меню время можно установить формат вывода с 24 на 12. Также изменить время часов, хотя изначально время синхронизируется со смартфоном. Можно найти телефон, но это равносильно пиктограмме из быстрого поиска для поиска сопряженного телефона. Также очень удобно, что часы запоминают позицию пунктов меню, чтобы при необходимости даже вы не делали лишних движений, то есть свайпом получаем сразу, допустим, 4 функции для быстрого запуска. Перейдем в настройки часов. Стиль меню мы можем изменить. Присутствует 3 вида. В первом случае все пункты меню будут сразу видны на дисплее часов. Второй стиль тот, который я только что показывал. Третий стиль это полукруг с 3 полными и 2 половинчатыми иконками меню. В меню экран мы можем сменить циферблат. Присутствует 4 циферблата, но не спешите огорчаться. В приложении на смартфоне их очень-очень много, поверьте. В меню тут же можем изменить яркость подсветки дисплея. Но, как по мне, в принципе, самая полезная функция здесь это
выключение экрана по умолчанию стоит 5 секунд. То есть экран через 5 секунд выключится. Мне показалось мало, я выставил 30 секунд. Поднятие для активации — это время, на которое включится дисплей после поворота руки. Максимально установлено 6 секунд. Я даже, в принципе, считаю много, 5 секунд вполне хватает. Проверить время, просто повернув часы. Но для тех, кто не любит дергать рукой, для проверки времени производитель предусмотрел возможность постоянного отображения времени. По умолчанию установлена непонятная мне функция неисправность. То есть, скорее всего, выключенный дисплей. Если мы выберем цифровые часы, то при выключенном дисплее, образно выражаясь, на часах будет отображаться дата, время, количество пройденных шагов, сожженных калорий и ваш пульс. И причем все это на минимальной яркости, с белой подсветкой, что позволяет экономить ресурс аккумулятора. Понятное дело, что когда дисплей вообще выключен, то экономия аккумулятора максимальная. Вот если выбрать аналоговые часы, то тут меньше зон для подсветки. Поэтому вот такой вариант я бы считал вообще лучшей альтернативой между выключенным дисплеем и, допустим, прошлым вариантом. Относительно батареи тут установлен аккумулятор емкостью 4 мАч. Я снял с зарядки часы 5 дней назад. Сейчас остаток аккумулятора 80%, примерно 4% в день. Причем я активно использовал, включил много уведомлений для отображения. Что ж, довольно, в принципе, неплохо. На 2,5 недели, я думаю, точно хватит. Но можно, в принципе, включить режим экономии электроэнергии, но вообще проще это сделать из верхней шторки. Режим интенсивности вибрации можно также изменить. Включен по умолчанию режим мягкий. Можно установить сильный. Вы слышите? Но, как по мне, мягкий режим вполне комфортный. Также можно изменить язык, если вы ошиблись при первоначальной настройке часов. QR-код находится уникальный для всех часов код, который нужен для сопряжения устройства со смартфоном. Также тут опять установка времени. В меню «Система» можно выключить часы, перезагрузить, сделать сброс, если вдруг что-то пошло не так. Ну что, ребят, могу сказать, настроек реально очень много. Я откровенно не ожидал, что их будет столько. В основном потому, что большинство функций производитель переносит в мобильное приложение. А часы просто, по сути, как дополнение. А тут каждый сможет без смартфона в целом кастомизировать часы под себя. Большой плюс за это производителю. Ну а давайте все-таки, наверное, перейдем в приложение для мобильного приложения. Без него часы, по сути, не раскрывают свой функционал на 100%. Открываем приложение FitCloud Pro. В верхней части видим количество пройденных шагов. Ниже затраченные калории и общее расстояние. Ну и цель на сегодня. В левом углу находится небольшая фигурка бегущего человечка, нажав на которую мы можем активировать одну из 3 тренировок: ходьба, пробежка или хайкинг. Особенностью запуска спортивного режима является то, что приложение не только будет записывать данные о вашем пульсе и пройденных шагах, но также ведется запись GPS-трека вашей тренировки. Также тут доступны ваши сохраненные тренировки. Переходим в любую из них. Мы видим детали тренировки. А в меню диаграммы видим пульс в разрезе всей нашей тренировки. Возвращаемся на главный экран. Да, тут у нас приложение указывает, что мы можем установить дополнительное приложение Health Connect. С помощью Health Connect можно управлять подключенными приложениями для здоровья и физической активности и их данными в одном расположении. Health Connect объединяет сведения этих приложений и отображает их на информационной панели Google Fit. Благодаря этому фитнес будет управлять другими приложениями для здоровья и физической активности, в том числе умными часами. Для теста я подключил, ребят, женский календарь, так как часы по сути унисекс, хотя на женской руке они будут немножко смотреться громоздко. Но тут каждому свое. В графике женских дней я не разбираюсь, просто покажу, как оно в приложении. Ну и настройки выглядят вот так. С часами я откровенно спать не люблю, поэтому только для тестов я проспал пару ночей. Можно посмотреть в разрезе сегодня, неделя или месяца. Выделив нужный день, мы можем посмотреть
сколько продолжался чуткий и глубокий сон. Результатами своего сна можно также поделиться с друзьями. В меню «Пульс» мы можем посмотреть за текущей сердечной активностью. При необходимости запустить минутный тест вашего пульса, а также посмотреть по дням график вашего пульса с указанием самого высокого, низкого или среднего значения. Также с главного меню мы можем посмотреть меню «Кислород». И точно так же можно запустить быстрый тест, посмотреть прошлые результаты или поделиться с друзьями. В главном меню можно нажать одну кнопку «Мониторинг здоровья». И спустя 30 секунд часы измерят ваш пульс и кислород, и информация об этом будет обновлена в разделе «Пульс и кислород». Теперь перейдем на вкладку «Устройство». И тут же больше простора для управления часами. В верхней части название часов и статус подключения часов. Чуть ниже заряд аккумулятора часов. Нажав на иконку с часами, открывается окошко, где можем отключить автоподключение аудио. Тогда использовать часы в качестве громкой связи не получится. Тут же есть довольно важный параметр, а именно настройки вашего телефона и приложения. Я рекомендую пройти и активировать работу в фоновом режиме, не закрывать приложение для оптимизации и прочее. Тогда вы не пропустите ни одного звонка и уведомления. При необходимости также часы можно отвязать от устройства. Вкладка уведомления – самая нужная настройка. Тут мы можем выбрать те приложения и сервисы, уведомления от которых вы хотите видеть на своих часах. Также можно активировать функцию отображения выбранных уведомлений, только когда телефон находится с выключенным экраном. Изначально галочек для уведомлений не так много, но стоит перейти в меню «Больше напоминаний». И тут открываются все установленные программы и сервисы вашего смартфона. Но учтите, что большее количество активных уведомлений может уменьшать срок работы от одного заряда аккумулятора часов. Будильник можно установить не только с часов, но и с приложения. Также можно активировать функцию о бездействии. То есть, если вы сидите на стуле и не стоите более часа, часы вибрируют, напомнят, что надо размять ноги. Также можно настроить уведомление «Попить воды». Интервал и время действия можете изменять по своему усмотрению. А вот то, о чем я и говорил. Огромное, просто огромнейшее количество различных циферблатов. Их просто огромное количество, не знаю, с различными цветовыми гаммами, с цифровыми и аналогами. Просто выбираем понравившийся вам скин, скачиваем и передаем в память наших часов. Все, смена происходит полностью автоматически. Но если вы вдруг не нашли свой циферблат по своему вкусу, в чем я очень сомневаюсь, то вы можете создать самостоятельно. Выбираем свой задний фон. Тут можно выбрать, допустим, любимого котика, собачки, ребенка, жены. Выбираем стиль часов и как они будут позиционироваться на экране. И загружаем на часы. Я, честно скажу, откровенно, я не видел подобного функционала ранее, что просто без сторонних приложений прочего просто сразу взять и создать готовый свой скин. В меню «Спортивный толчок», интересный перевод, но более правильно было бы «Спортивные режимы». Тут же, так как и скины часов, мы можем закачать нужный нам вид спорта, и он появится в разделе «Мультиспорт» наших часов. Выбор различных видов спорта просто огромен. Я реально некоторые даже не знаю. Так что я думаю, уверен, что вы точно свой спорт точно найдете. Отчеты о погоде можно включать или выключать. По умолчанию выключено. Для экономии заряда батарей можно отключить включение дисплея при повороте руки. Или выбрать время, когда вы не спите. Ну, то есть, если ночью спите, в часах, чтобы свет никого не тревожил. Улучшить измерение, не знаю, по умолчанию выключено. Подозреваю, что эта функция более чаще включает измерение пульса и кислорода в крови. Постоянный мониторинг здоровья можно включать или выключать. И, соответственно, здесь выбрать период или определенный, вернее, весь день или определенный период дня. Так как мы искали с помощью часов смартфона, можно со смартфона найти часы.
Если вы любите носить часы на правой руке, то в настройках это также можно изменить. Часовой формат – смена с 24 часов на 12-часовой режим отображения времени. В частых контактах можно добавить до 10 любимых и часто вызываемых номера для набора из меню «Контакты» наших умных часов. Также можно снять фото, встряхнув устройство. Версия на момент написания обзора 42.66, 51.15, 103. Обновлений пока нет. Перейдя в режим профиль, можем активировать и настроить женский календарь. Также можно задать цели по количеству пройденных шагов, пройденном расстоянию и сожженным калориям. Изменить единицы измерения с метрической системы на английскую систему и сменить градусы Цельсия на Фаренгейт. Также можно передавать данные в Google Fit или в Health Connect. Если остались вопросы, то прочитать подробное руководство. Ну и также задать производителю также можно. Также в настройках проверить, синхронизируются ли данные в облаке. Установить работу приложения в фоновом режиме. Но если вдруг у вас не приходит уведомление, нельзя ответить на звонок, то прямо из приложения сразу же есть решение этих мелких проблем, связанных с разрешением Android-системы смартфона. Давайте проверим, как принять звонок и поговорить. Вот происходит входящий звонок, и как видите, часы даже раньше отреагировали на него, чем смартфон. Тот варианта действий два. Первый, если мы берем, отвечаем на звонок с часов, то часы становятся как бы для... Привет. Алло, привет. Как слышно? Отлично. А меня как? Тоже отлично. Пока. Пока. То часы становятся для нас как бы громкой связью или гарнитурой. С кем бы я ни общался, люди не чувствуют разницу или ухудшение качества. Все говорят, что, мол, как по громкой связи смартфона. Второй вариант. Если мы берем трубку непосредственно со смартфона, тогда разговор у нас будет идти через динамик нашего телефона. Слышно? Разговор будет идти через динамик, микрофон смартфона. Согласитесь, это довольно удобно, не надо ничего переключать или изменять. Сильно занят тренировкой за рулем, берем трубку с часов. Если надо конфиденциально поговорить или просто не любите говорить с помощью часов, берем трубку смартфоном. СМС и прочие уведомления приходят в верхнюю часть часов, активируя дисплей и вибрацию часов. Давайте проверим, насколько корректно часы показывают пульс. Сейчас он у меня составляет где-то 99 ударов в минуту. Плюс-минус. Сейчас пойдет измерение. 94. «90». Точное значение. Сатурация или показание насыщенных кислородом в крови составляет, согласно часам, 97%. Давайте возьмем пульсоксиметр, проверим. Тоже, в принципе, видим 97, 98, 97. Ну и пульс проверим с помощью. И видим, что даже пульс показывает практически так же, как и этот пульсоксиметр. И в целом могу сказать, да, что таки да, данные показатели вполне корректные и им можно верить. В заключение хочу сказать, что часы получились очень удачно. Первое — это отличный дисплей с яркой подсветкой, с сочным светом. Второе, реально, это аккумулятор. Скажите, согласитесь, заряжать часы всего лишь 2 раза в месяц — это довольно неплохо. Третье — это реально огромное количество спортивных режимов, каждый сможет выбрать для себя свой. Отмечу также огромное количество скинов и возможность создать свой. Также очень большое количество различных функций и настроек, что позволит настроить часы под себя. Но последнее — это, конечно же, возможность по ним разговаривать или просматривать уведомления, что будет полезно не только во время тренировки, а также при езде за рулем или при работе, когда ваши руки заняты. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. И я смог раскрыть все возможности этих умных часов. Все ссылки на товары вы найдете в описании под видео. Там же находится ссылка на группу Telegram, где вы найдете не только новинки по системе умного дома, а также купоны, акции, прочее общение, ответы на ваши вопросы. Также, пожалуйста, не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось, подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео
про систему умного и не очень дома, а также про интересные гаджеты из Китая. Всем всего хорошего, пока-пока.